Русская инквизиция. Гонения на старообрядцев в России. У нас принято считать, что инквизиция в Европе жгла и убивала всех без разбора, в то время как на Руси был островок стабильности. К этому нередко добавляется миф об особой красоте русских женщин, дескать, в Европе всех красивых инквизиция сожгла как ведьм, фатально испортив генофонд. Если второй тезис из разряда квасных мифов и самолюбования, то о том, что происходило на Руси и была ли там своя инквизиция, нужно рассмотреть подробнее. С 17 века идет бегство русских древлеправославной веры. Начиная с 1650 года, русская церковь под руководством Никона твердо идет к унификации обрядовой части с греческими православными коллегами. Изменения требуются серьезная и консервативная часть населения резко протестует против нововведений. Крещение 3 пальцами, изменение написания имени Иисуса и прочим новациям. За век до того русская церковь вообще разорвала контакты с греческой из-за Флорентийской унии с латининами, что еще более способствовало изоляции и убежденности русской паствы в том, что именно их обряд истинно верный, на который теперь вдруг покушается сама церковь. Никон, выходец из Мордвы, длинноволосый, громадного роста, язычного голоса патриарх, решительно берется за дело. Собор провозглашает новые обряды и книги, а все старое предает анафеме и проклятию. Сторонники древнего уклада объявлены еретиками, что встречает бунт в народе. Восстает Соловецкий монастырь, и туда отправляют стрельцов, которые разоряют древний храмовый комплекс. Однако бунт не утихает, в стране идет религиозная война. В 1681 году состоялся поместный собор русской церкви. Собор настойчиво просил царя о казнях, о решительной физической расправе над старообрядческими книгами, церквями-скитами, монастырями и над самими людьми-старообрядцами. Первой жертвой стали сами стрельцы, часть которых тоже не была расположена к новой форме веры. Их заперли в срубе и сожгли заживо. Такая форма казни стала основной для еретиков, которых и стали называть старообрядцами. Это дало повод всем лихим людям по стране начать истребление и репрессии против старообрядцев. Особенно жестокими они были при царевне Софье, чей указ 12 статей, принятый в 1685 году, ввел пытки и смертную казнь путем сожжения живьем для старообрядцев. Сторонников и укрывателей староверов приказано было бить кнутом и, лишив имущества, ссылать в монастыри. Боярыня Морозова и Урусова, родные сестры, не менее родовиты, чем правящий род, не пожелали отречься от старой веры. После пыток на дыбе их также планировали сжечь в срубе. Но испугавшись казни столь родовитых и влиятельных людей, их решили уморить голодом в земляных ямах. Тем, кто проповедовал старые обычаи и вел публичную агитацию, предписывали отрезать языки и рубить руки, чтобы не крестились неправильно. Вместе с бывшим приятелем Никона, тоже мордвином, протопопом Аввакумом, ставшим лидером старообрядцев, их верхушку сослали в Пустозерск, посадив в земляные ямы. Оттуда, однако, некоторые умудрялись проповедовать стража, склоняя их на свою сторону, отчего им вторично резали языки. Которые расколщики Святой Церкви противятся, и хулу возлагают, и в церковь и к церковному пению, и к отцам духовным на исповедь не ходят, и святых тайн не причащаются, и в дома свои священников со святынею, и с церковной потребой не пускают, и меж христианы непристойными своими словами чинят соблазны мятеж, и стоят в том своем воровстве упорно. И тех воров пытать, от кого они тому научены, и сколь давно, и на кого станут говорить, и тех оговорных людей и мати расспрашивать, и давать им меж себя очные ставки, а сочных ставок пытать, и которые с пыток учнут в том стоять упорно ж, а покорения Святой Церкви не принесут, и таких, за такую ересь, по трикратному указне допросу, буди не покоряться, жечь в срубе и пепел развеять. 12 статей царевны Софьи. По всей стране прокатились сожжения сотен людей, уличенных в приверженности к старой вере. Пустеют города, их покидают еретики, стремясь держаться подальше от глаз царевых прислужников. Появляются поселения старообрядцев в Литве, Эстонии, Карелии, даже в далекой Сибири. Историк Федор Ефимьевич Мельников пишет о этом законе. Драконовски немилосердные статьи и их садистское исполнение навели ужас на всю русскую страну. Правительство беспощадно преследовало людей старой веры, повсюду пылали срубы и костры,
Сжигались сотнями и тысячами невинные жертвы, измученные христиане вырезали людям старой веры языки за проповедь и просто за исповедание этой веры, рубили им головы, ломали ребра клещами, закапывали живыми в землю по шею, колесовали, четвертовали, выматывали жилы. Тюрьмы, ссыльные монастыри, подземелья и другие каторжные места были переполнены несчастными страдальцами за святую веру древлеправославную. Духовенство и гражданское правительство с дьявольской жестокостью истребляло своих же родных братьев, русских людей, за их верность заветам и преданиям Святой Руси и Христовой Церкви. Никому не было пощады, убивали не только мужчин, но и женщин, и даже детей. Изуверская активность царевых слуг привела к парадоксальному эффекту. Теперь старообрядцы сами устраивали массовые самосожжения, только завидев солдат. Это позволяло избежать пыток, принуждения сменить веру, насилия и унижения. «Возгоримся, да воспаримся на небеси, как Адамы первородные безгрешные», так говаривали они. Гарь – так называли ритуал самосожжения, который только в одном уезде Ярославской губернии унес 2000 человек. «Поистине нельзя, чтобы нам не гореть, некуда больше деться», сформулировал цель жуткого ритуала старец Сергий. За 15 лет самой активной борьбы со старообрядцами примерно 20 тысяч человек погибли в самосожжении. Конечно же, эта цифра в разы меньше, чем число тех, кого казнили, запытали или сослали из страны с XVI века. По некоторым оценкам, число таковых не менее нескольких миллионов человек. Гонения продолжались и при Алексее, и при Петре, и даже при Николае I. Уничтожение древлеправославных, а именно так себя начали называть старообрядцы, шло вразрез с европейской практикой инквизиции. Катары, альбегойцы, тамплиеры обвинялись в еретических практиках, так как на деле они нарушали устоявшийся церковный канон. И если о тамплиерах это скорее был рейдерский захват и ложные наветы, то катары действительно скорее были манихейцами, чем христианами. В России же именно старообрядцы были каноном, а не конреформатором, на сторону которого встал государственный карательный аппарат. Что касается числа жертв в Европе и России, то если ранее бытовала версия о миллионах жертв инквизиции в Европе, то последние исследования говорят о крайней завышенности тех данных. Всего счет идет о десятках тысяч человек, не более по всей Европе. И в этом плане русская борьба со старообрядцами не выглядит менее кровожадным актом. Понравилось? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.